Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике разберем топовую линию верхнюю. Это у нас будет Страж Льда. Тут она уже немножко посложнее, нежели средняя линия. Но она, кстати, идеально подойдет для средних игроков, чтобы они тут имели возможность. В то время как все киты пойдут на центр, на мид. Вот здесь можно средним игрокам, в принципе, что-нибудь допридумать. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Сразу разберемся, что у нас вообще делает босс. Тут он у нас прям на старте с первого же боевого на 6 секунде кидает на нас штраф к защите и штраф к атаке. Штраф к атаке первый, так же как и штраф защиты. Но все равно неприятно. На 12 секунде, и главное это учитывать, что он не просто кидает на себя усиление, он также именно в этот момент счищает с себя все негативные эффекты. До 5 штук. Это, короче, по сути все себя берет и счищает. Поэтому если мы кинем запрет, то он его просто счистит и также накинет на себя усиление защиты. Вот этот момент очень важно запомнить. И, соответственно, ульта бьет по нам и рассеивает все усиления при попадании. Какие команды здесь, в принципе, зайдут? Прям, чтобы прям неплохо так дамажили. Через Тиамат можно неплохо здесь набить призывом. Очень неплохо. Но нужно будет выставить вот этот тайминг, чтобы она именно после того, как останется вот этот скилл, нужно будет именно счистить эти усиления. Не запрет кинуть, а именно чистку применить. Все, и в принципе дамажут они не сильно, потому что именно болезненные элементали, они центровые, но там все киты, поэтому им вообще плевать на это. Вот здесь же бьют вроде как и не больно, но накладывают неприятные такие штрафы и сами по себе бафаются. Поэтому нужно будет все это счищать и подобрать цикл, чтобы уже штраф этот спадал с нас. И чтобы, допустим, если мы через призыв, да, то чтобы Лельва не сультовала, когда у нас штраф уже этот спадет. То есть, ну, к примеру, да, на 16 секунде, ну, образно говоря, я взял запас где-то 16,5. Вот, и в тот момент уже бультовал. Как раз Тиамат у нас здесь все счистит с них, и мы ультанем уже без вот этих штрафов. Вот, поэтому тайминг как-то так надо подбирать. Как я уже говорил, в принципе, скрины я видел, урон, в принципе, нормально, он у меня соклановец набивал. Второй Лильванис, здесь Лярд 400, довольно-таки неплохо, но он еще не сохранял, правда, но урон я его видел. Плюс призыва здесь, если у вас есть 5-й Резилос, то у него на 5-м пробуждении усиления, которые он кидает, их невозможно рассеять. То есть, когда босс будет ультовать, вот эти усиления все будут у нас оставаться. Тоже неплохой такой бонус. Далее, также я пробовал бить через неустрашимость, тоже неплохо получается. Но нужны будут саппорты, которые будут с нас счищать вот эти вот дебафы, которые на нас накинули. Поэтому сейчас сразу перейдем к саппортам, которые будут нам помогать здесь. Но с саппортами все печально в плане того, что они в основном эксклюзивки, которые здесь хорошо зайдут. Это Ирмуш, он будет счищать с нас ослабления, которые кидает элементаль. И также еще и зайдет еще лучше и Сириэльс, потому что он будет и чистить, еще и атаки нам даст. Вообще четкий типок. Далее, как вариант, можно бить либо 4 дамагера, тоже неустрашимыми, но подобрать цикл, чтобы, получается, если нам нечем снимать усиление защиты, то нужно бить вот это окошко, но оно небольшое, оно всего 8 секунд будет. То есть момент, когда усиление защиты заканчивается, чтобы цикл у нас как раз в этот момент начинался. То есть заканчивается усиление защиты, где-то вот здесь оно закончится. То есть первый залп у нас должен начинаться будет где-то вот здесь. И будет длиться не стандартные 10 секунд, что характерно обычной длительности всех усилений, ультимейтов и так далее. Вот, а 8. Поэтому, конечно, урона мы здесь потеряем, но
как я уже сказал, здесь будут в основном бороться за рейтинг средние игроки. Поэтому имеет смысл, да, здесь немножко потерять урона, но при этом занять какое-нибудь хорошее место и получить, соответственно, награду. Это что касается неустрашимых. Можно бить, в принципе, 3 дамагера и поставить каких-нибудь сапов, также какую-нибудь там Тиамат, чтобы она снимала, либо Тамар, можно вообще Зефи какую-нибудь. Почему-то глубинный дар здесь тоже, ну стоп. Да, он тоже снимает, но нужно его будет грамотно поставить, чтобы он именно бил по нужному нам элементалю. Вариант, конечно, такой себе, это все будет рандомно, с боевого, нам это не интересно. Поэтому тоже смотрите как лучше. Я бы советовал все-таки в 4 damage дилера ударить, просто в цикл, когда будет не висеть усиление защиты. Также есть отличный вариант через ауру. Также бьем в 4 damage дилера. И в качестве саппорта, то есть, понятное дело, что Анелизис будет там еще точки подкидывать и подхил, но нам нужен будет здесь такой гражданин, как либо Виктор, либо вообще Гарика какая-нибудь, как вариант. То есть именно на рассеивание усиления с боссов. То есть босс кидает усиляшку, мы бах и сбиваем. Поэтому варианта тут именно хороших будет 2. Как я уже сказал, Витек и Гарика. Поэтому аура здесь тоже, в принципе, неплохо набивает. Вот такие вот, в принципе, варианты команд. А так что, база всегда это саппорты. Поэтому сами смотрите, кем бить. Так как команды здесь нужно будет 2. К примеру, одна через ауру. И если у вас нету, там, к примеру, призыва, да, то всегда смотрите так. Допустим, по саппортам первый идет ориентир. То есть, кто у нас будет снимать вот эти массовые усиления. И уже от них собирайте себе команду из тех, кто подходит по связи стихий. По поводу ауры можно, кстати, вообще тайминг подобрать, чтобы Анелизис именно в нужный момент падала и снимала вот эти вот усиления. Так что, возможно, здесь можно как-то вообще в 5 ДД залететь, там с какой-нибудь Тиманлейдой. Я такого, конечно, не пробовал, у меня не все не качаны, но такая хардкорная идея неплохая, может быть, кто-нибудь реализует. А так что, база у нас какая? Саппорт, либо герой. Ну, у ауры, допустим, это выполняет роль Анелизис. Вот, нам нужен саппорт и еще один саппорт, который будет давать нам выживаемость, а второй, который будет все это дело счищать с боссов, чтобы у нас был увеличенный урон. И туда уже подбираем по связи стихий какую-нибудь школу, которая у вас более вкачана, и, соответственно, бьем. Кому что непонятно, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.